Знаете, я вам честно скажу, тут даже собака разбилась еще была. Потому что ее ставили, чего-то она испугалась. Нас двое, и мы исследуем заброшенный мир. Вокруг нас много физических явлений, которые можно спутать с паранормальным. Но мы постараемся разобраться, где вымысел, а где правда. Развеем мифы и оставим только истину. Вы готовы оказаться по ту сторону? Тогда вперед! Всем привет! Привет, ребят! Вы на канале «По ту сторону». Сегодня мы приехали в одно мистическое место. Мы приехали в исторический комплекс начала 20-го столетия. Это поселок Желудок. Ударение так и ставится. Усадьба Святополк Четвертинских. Это место очень имеет такую интересную историю. Мы обязательно ее приложим. Это, конечно, если бы мы здесь были вечером, это просто зрелище жуткое, ужасно. Да, но этот комплекс принимает гостей только днем до 17 часов, поэтому мы решили вам показать просто красоту этого места. Закон мы нарушать не хотели, поэтому приехали сюда как раз днем. Сейчас покажем, если получится, скорее всего не получится. Проберемся внутрь. В общем, смотрите. Усадьба Святополк Четвертинских в Желудке. Строительство усадьбы начал князь Людвиг из знатного рода Святополк Четвертинских в 1907 году, а спустя всего лишь год работы были окончены. Хоть дворец в Желудке и был впечатляющим, четвертинские гостили здесь нечасто, предпочитая жить в Варшаве. Желудокский ключ разрастался. Справа от дворца можно увидеть руины флигеля, а слева каретная. Все здания сейчас в заброшенном виде. В 1939 году усадьба была захвачена немецкими солдатами. Хозяин дворца Людвиг Четвертинский умер в концлагере Освенцим. С 1941 по 1944 на территории имения был развернут военный госпиталь. После войны в Желудке была организована военная часть противовоздушной обороны. До 1983 года весь военный гарнизон переместили в новые казармы, а судьба Желудокского ключа была предоставлена природе и местным жителям. Посмотрите, как потрясающе. Еще так солнце как раз. Очень красивое место, на самом деле. Солнце еще на фоне. Но все, видишь, ограждено. Вот здесь тоже такие заброшечки. Тут где-то даже есть рядышком конюшня. Конюшня и как это, башня водонапорная или что там. Прикольно. Пошли зайдем сюда. Реально вот это самое старое здание. Вот это круглая, вот эта башня, вот это тут, я не знаю, тут было, вот эта башня круглая, это флигель. Это конюшни, по-моему, же были, нет? Нет, или каретные? Каретная, вот. А, каретная там? Каретная, и жили извозчики вот в этом здании. Вот, которое там находится. Круто. Это старый замок Тазингауэр. А там Да, открыто? это изначально, да, вот, я не знаю, да, вот. Потом столовая здесь была солдатская в советское время. Офигеть. А здесь была казарма, здесь военная часть Офигеть. была. Здесь когда-то хотели делать завод. А что тут за завод был бы? Маленький. Нет, хотели здесь сделать от лидооптики. Но потом в 90-е годы, в 91-м, когда разорился Советский Союз, и все. И так оно и стоит. Ну факт, что пока все связано, я очень хочу фильм снимать сейчас. Ну да, здесь же снимали. Снимали пару раз. Сейчас теперь опять хотели, звонили мне. И это самое. Самый первый фильм, который здесь снимали, называется «Тайная прогулка по лесу», советский фильм. В главных ролях Кирилл Лавров, Сергей Бондарчук, такие советские актеры, которые вот снимали вот в этом здании. В этом здании есть советский старый фильм «Тайная прогулка по лесу», и вы можете эти очертания увидеть. Ну, Круто. самый тут Там этот. типа герб. Да, это их еще. В общем, ребята, формат видео у нас сегодня будет, скорее всего, довольно-таки странный, вы так поняли, потому что здание под охраной, но мы попросили и нас пустят внутрь, поэтому мы сейчас покажем вам, что находится внутри. Не, а почему говорят, что это мистическая заброшка? Здесь были какие-то вещи, которые запрещены, не знаю, там насилие какое-то.
Или там видели привидений? Ничего такого? Ночь проведем. Ну вы нас закроете, оставите, а потом утром выпустите. Знаете, я вам честно скажу, тут даже собака разбилась еще была. Потому что я ее ставили, чего-то она испугалась. Так что... А вот вы говорите нет, значит Я не есть. знаю, чего она испугалась, это даже меня было. Ребята, мы смогли все-таки пробраться внутрь. Как пол ходит, да? О, ребята, в таком месте мы с Мы вами еще не еще не были. были, потому что в этом месте есть хоть какая-то сохранность. Оно под охраной, хоть какая-то культурная ценность у нас имеет значимость. Но это место, как нам сказал охранник, все-таки выкуплено и находится в частной собственности конкретно. Смотри, какой зал в конце. Такое окошко. Ну, заложили, видимо. Нам ребята сейчас расскажем. О, какой камин! Офигеть! Жесть, какой камин! Посмотри, фреска это или что? Наверху, на Наверху, да. Сейчас, ребята, постараюсь заснять. Опа. О, получилось. Обалдеть. Вот это да. Ну, ребята, ну вот Я этот, никогда в таком вот этот месте. камин. Я честно скажу, у меня даже голова начинает кружиться, потому что от эмоций и от того, насколько это место атмосферное. Вообще. Оно просто капец какое атмосфера. Оно вызывает и страх, и восторг одновременно. Смотри, как правая ну да, мы реально в таком аварийном состоянии. Ходим на цыпочках. Здесь просто комнатка. Вон ходят охранники, гуляют, которые нас все-таки пустили. Это просто вообще. Тут могли быть балы, да? Да. Блин, как это круто. Сейчас. Какой масштаб. Это просто прикольно. Но вот это, походу, что-то с войной связано. Видишь, звезда. Интересно, а здесь есть подвал? Чтобы спуститься и попробовать провести эксперимент хотя бы недолго. Обалдеть. Марта, ты в шоке? Я в шоке, вообще в шоке. У меня такой дикий восторг. Лестница. Ребята, там где-то охранники, не обращайте внимания, потому что нас сюда пустили просто там, не знаю, на каком-то добром слове, да. Смотрите, какая лестница. Я в шоке. А здесь что? Пахнет влагой, влажностью. Опять такие... Ну, здесь везде с лепниной. Вот эти вот круги. Вокруг которые... Очень красивая лепнина. Странная такая постройка. Очень здесь холодно. Сейчас мы пойдем в другую сторону. Вот в этой стороне мы побывали. Вот здесь такая-то шикарная лестница. Сейчас вот Алена снимает с той стороны. Тут такой длинный коридор, ребята, просто волшебно. Но тут, наверное, просто такие комнатки. Просто пустые. Огромнейшие высокие потолки. Даже, кстати, лампочка. Смотрите, лампочка сохранилась. Вот какие окна. Окна просто гигантские. Почему-то такая дыра в стене большая. Тоже как лепнина. Или что это? Такая наверное, вытяжка, вентиляция, наверное, такая была. В общем. И труба, смотрите. Кстати, какие-то коммуникации здесь в свое время тоже, видимо, были. Обалдеть. Это просто...
нереально. Обалдеть. Это просто не... Обалдеть. Это просто... Ну там, по-моему, в тупик снизу. В общем, во второй части первого этажа комнатки поменьше, ребята. Какие интересные углы какие-то. Ну вот такая вот комнатка. Но и во всей усадьбе вот такие вот панорамные окна. Очень красиво. Мы немножко с Мартой разошлись, вот, потому что есть что поснимать. Но потолки тут метров 5, наверное, я не знаю, сколько это метров. Вот вам покажу. Очень высокие. И окна тоже. Очень-очень большие окна. Ребята, посмотрите просто, какая лестница, Сниму твое удивленное лицо. какая лестница, офигеть просто, все попадало. Но мне кажется, вниз мы не пройдем, мне кажется, что там тупик. Но я ничего не вижу, если честно. Подвал. Надо посветить, непонятно. Сейчас посмотрим, ребят, подождите. Надо посветить, непонятно. Сейчас посмотрим, ребят, подождите. Надо посветить, непонятно. Сейчас посмотрим, ребят, подождите. Мы включили свет. Мы хотели пойти в подвал. Сейчас посмотрим, сможем ли мы это сделать. Да не замурован он. А, это не подвал. Это, ребята, не подвал? Или подвал? Есть там подвал? А ну-ка. Опа. Тайны Смолвиля, блин. Мы туда не пройдем. Мы туда, ребята, не пройдем, но там какая-то дверь еще определенно есть. И вот здесь так вот страшно все закрыто. Ну, в итоге, как бы, но мы постарались, мы попытались. А вот, кстати, смотри. О! Так, ребята, чтобы вам было видно хоть немножко. О. Там проход просто дальше. Там пыль так летает, там проход дальше. Блин, конечно, прикольно. Но я не думаю, что он там большой, хотя представь, если он по периметру всего этого дворца. Обалдеть, просто. Пошли наверх поднимемся. По этой лестнице? Да. Ну давай. В общем, ребята, мы в диком шоке и восторге от этого места. Нас сейчас пока что охранники оставили одни. Мы попросились у охранника как-нибудь приехать сюда, остаться на ночь. Он сказал нет, потому что он сказал, он здесь лично ничего не видел, но он оставил здесь как-то на ночь собаку, и она здесь разбилась. Ты слышала эту историю? Да. Слышала? Когда мы заходили, он Да. рассказывал. То есть почему... Собаки лают. Мы сказали про собаку и лают собаки. В общем, ребята, мы сейчас попробуем подняться по этой лестнице. Надеюсь, она не развалится. Офигеть. Капец, смотрите, туда еще. Высоко туда еще. Я в шоке. Я бы не сказала, что да, я в крайне аварийном состоянии. В принципе, Не, ну, посмотри, сколько кирпичей, пыли и песка здесь, да? Все же. да, но оно не разваливается кирпичиком. Блин, ну вот эти перила, это вообще что-то с чем-то. Мы вот на самом деле прислушивались к каждому звуку. Понятно, что тут и охрана ходит, собаки лают, но... Офигеть. Снаружи это здание просто восхищает. Вот эти огромные комнаты, эти окна. Посмотрите, ребята, на эту
стену. Там дырка в стене или что это? Здесь, наверное, канализация, то ли что. Ну, короче, очень атмосферно. Прям очень. Просто вам не передать словами, какие эмоции мы испытываем. Но если бы мы здесь могли побывать ночью... Мне кажется, это просто были маленькие жилые комнаты, типа гостевых. Тебя не смущает, что? Где лестница? Я тоже вот не знаю. Может, здесь несколько... Ребята, где большая лестница? Мы что-то не поняли. Получается, смотри, мы сейчас ходим по правому крылу. Может быть, крылья, да. Но мы сейчас обязательно к лестнице большой выйдем. Сейчас мы пройдем по главному поищем на 3 этаж. Жесть какая!